Всем привет! В этом видео вы узнаете, как связать вот такого мемного хомячка. В последнее время у меня очень часто их заказывают, и я решила сделать для вас мастер-класс. Схема по вязанию хомячка будет моя, поэтому я очень надеюсь, что вы поставите за мои старания лайк и напишите абсолютно любой комментарий. И также не забудьте подписаться на мой канал, потому что у меня выходят мастер-классы каждую неделю, и скоро у меня будет мастер-класс на вот такие вот лианы и на цветочки. Так что, если вы не хотите пропустить мастер-класс, обязательно подписывайтесь. Хомячок такой вяжется очень просто. Сложности могут возникнуть в местах смены цвета, если вы еще не умеете менять цвет. И также при вязании ножек, если вы не знаете, как делать столбики с накидом. Но как это все делать, я покажу в мастер-классе. Хомячку можно добавить также бантик. Я обязательно покажу, как это сделать. Хомячков я вязала только серым и коричневым цветом, но мне кажется, их можно вязать вообще любым цветом. Вот такой милый пухленький хомячок у меня получается. Для вязания хомячка вам понадобится пряжа. Я, как вы видите, вязала из плюшевой пряжи, но можно использовать также и обычную. Но мне больше нравится, как хомячок этот получается именно из плюшевой пряжи. Выбираем цвет, из которого мы будем вязать хомячка. Я на этот раз выбрала серый цвет. А пузико хомячку я предлагаю вязать белым цветом. В принципе, хомячка можно вязать целиком из одного цвета, но мне кажется, намного интереснее он выглядит с белым пузиком. Также для того, чтобы вышить носик, вам понадобится пряжа, либо акрил, либо полухлопок. Я буду использовать 100% акрил Yarn Art Baby 150 метров на 50 грамм. Бантик я буду вязать хомячку тоже из этой же пряжи. Глазки можно хомячку приклеить на клей, но я рекомендую вставлять на безопасном креплении. Я буду использовать глазки 14 мм. Набивать хомячка я буду холофайбером. Также вам обязательно понадобится крючок. Я буду использовать крючок 4 мм. Можно использовать 3,5 или 4,5 мм. Какой вам будет удобнее? Мне удобнее всего 4 мм. Также обязательно понадобятся ножницы для того, чтобы обрезать нить. Чтобы вышить хомячку носик и также пришить бантик, вам понадобится иголочка. А узнать, как связать такого милого котика игольницу и подставку, можно в моем телеграм-канале. Ссылочку на него я оставляю в описании. Перейдя в телеграм-канал, в поиске напишите хэштег «кошка», и вы сможете найти схему на вот эту вот подставочку. И также в своем телеграм-канале я выкладываю очень большое количество схем на самые разнообразные игрушки. И также провожу опросы, какой мне мастер-класс делать следующим. Недавно я проводила там опрос, и в нем победил вот этот вот грибочек. На него уже вышел мастер-класс, так что скоро я буду проводить еще один опрос. Так что подписывайтесь на мою группу, если вы хотите поучаствовать в опросе и выбрать, какой мастер-класс мне делать дальше. Если у вас есть все необходимые материалы, мы можем приступать к вязанию. А перед тем, как начать, пожалуйста, убедитесь, что вы уже поставили лайк и написали комментарий. А если вы хотите поддержать выход моих мастер-классов финансово, вы можете это сделать, задонатив по ссылочке в описании. Но это совсем не обязательно делать, вы можете просто поставить лайк и написать комментарий. А если у вас есть все необходимые материалы, и вы уже поставили лайк и написали комментарий, мы можем приступать к вязанию. А если вам неудобно вязать по видео, на моем бусте уже доступна схема на этого хомячка. Она доступна по подписке первого уровня, и также ее можно приобрести отдельно. Стоимость подписки всего лишь 50 рублей, а стоимость схемы отдельно 40. Ссылочка в описании. Начинаем вязание хомячка белым цветом. Можно начать с кольца амигуруми, но так как я вяжу из плюшевой пряжи, мне удобнее начинать с воздушных петелек. Я провязываю 2 воздушные петельки. Если вы начинаете с кольца амигуруми, провязываем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Если вы точно так же, как и я, начинаете с воздушных петелек, во вторую петельку от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Но не спешите сильно, мы будем менять цвет. Провязываю первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый. Провязали 5 столбиков в кольцо амигуруми или в воздушную петельку. Дальше нам нужно начать провязывать 6 столбик. Перед этим подготавливаем ниточку другого цвета. В моем случае это серый цвет.
Начинаем провязывать следующий столбик белым цветом, вставляем крючок, подхватываем нить, протаскиваем нить через петельку или через кольцо амигуруми и заканчиваем столбик другим цветом. То есть подхватываем ниточку другого цвета и протаскиваем через 2 петельки на крючке. Мы закончили столбик, и у нас нить поменялась на серый цвет. Дальше продолжаем вязать серым цветом, белую ниточку не обрезаем. При вязании хомячка ниточку при смене цвета обрезать не обязательно. Вы, конечно, можете это делать, но это совсем не обязательно. Ее можно просто заправлять. Как ее заправлять, я покажу чуть позже. Мы сейчас закончили с вами первый ряд. Дальше у нас начинается второй ряд. Не спешите сильно, во втором ряду мы тоже будем менять цвет. Ну и в принципе в каждом ряду мы будем менять цвет. Во втором ряду нам нужно сделать во все петельки прибавку. Прибавка. Это сразу 2 столбика без накида в одну и ту же петельку. В первую петельку следующего ряда я делаю прибавку. Провязываю 2 столбика в одну и ту же петельку. Дальше в следующую петельку тоже делаю прибавку. Это у нас вторая прибавка в этом ряду. В следующую петельку делаем третью прибавку. И в следующую петельку в четвертую тоже делаем прибавку, но не спешите, мы будем менять цвет. Провязываю первый столбик, начинаю провязывать второй столбик. Не провязываю его до конца, просто вывела нить, у меня 2 петельки на крючке. Я теперь белой ниточкой заканчиваю этот столбик. Закончила столбик. У меня остается до конца ряда 2 белые петельки. Делаем по прибавке в каждую петельку. Провязываю одну прибавку белым цветом и провязываю вторую прибавку белым цветом, и на второй прибавке меняю цвет обратно на серый. Мы закончили сейчас второй ряд. Всего у нас получилось 12 петелек. Мы в этом ряду провязывали в каждую петельку прибавку. Следующий ряд у нас третий. Мы будем чередовать 1 столбик прибавка. Провязываю серым цветом 1 столбик. Следующую петельку прибавка. 1 столбик и прибавка. Мы провязали 1 столбик прибавка 2 раза. Провязываем третий раз 1 столбик прибавка. И последний 4-й раз серым цветом 1 столбик прибавка и меняем цвет на белый. Белым цветом точно так же провязываем 1 столбик прибавка. Первый раз готово. И второй раз 1 столбик прибавка. И меняем цвет на серый. Мы закончили третий ряд, в котором чередовали 1 столбик прибавка. Всего у нас получается 18 столбиков в третьем ряду. Следующий ряд, 4-й, будем чередовать 2 столбика прибавка. Делаем 1 столбик, 2 столбик, прибавка. Первый раз готово, второй раз теперь провязываем 1 столбик, 2 столбик и прибавка. Второй раз провязали, теперь третий раз 1 столбик, 2 столбик, прибавка. Третий раз провязали и 4-й раз повторяем то же самое. 1 столбик, 2 столбик. И на прибавке будем сейчас менять цвет. Меняем цвет на белый. Вот что у нас сейчас должно получаться. Если вы обратите внимание на обратную сторону хомячка, вы увидите, что у нас здесь вот эти нити остаются на изнаночной стороне. В принципе, их так можно и оставлять,
Но мне кажется, лучше всего их заправить. И сейчас я покажу, как их можно заправить. Белым цветом дальше продолжаем чередовать 2 столбика прибавка. Провязываю 1 столбик, 2 столбик. И дальше у нас в следующую петельку должна провязываться прибавка. Я вставляю крючок в эту петельку, кладу ниточку серого цвета на крючок, провязываю 1 столбик из прибавки. Теперь провязываю 2 столбик из прибавки. В эту петельку я провязала 2 столбика прибавка белым цветом. И серая ниточка у меня оказалась ввязана в эту прибавку. Дальше повторяю то же самое, делаю 2 столбика прибавка. 1 столбик, 2 столбик. Дальше у нас должна быть прибавка. Я вставляю крючок в петельку, кладу на крючок серую ниточку, провязываю 1 столбик из прибавки. И на 2 столбике меняю цвет на серый. И теперь, если вы посмотрите на обратную сторону вязания, вы увидите, что серая ниточка ввязана. У нее есть 2 места, где она закреплена. То есть она не просто болтается, как вот эти ниточки, а она закреплена. Таким образом можно закреплять ниточку с обратной стороны. Мы сейчас закончили с вами 4 ряд, чередовали 2 столбика прибавка. Всего у нас получилось 24 петельки в этом ряду. Начинаем вязать 5 ряд. Провязываем 16 столбиков серым цветом. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И на последнем 16 столбике мы меняем цвет на белый. Теперь провязываем 8 столбиков белым цветом. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8. Меняем цвет на 8 столбике на серый. Я с обратной стороны продолжаю ввязывать ниточки. Если вам слишком сложно их ввязывать, можете этого не делать, они просто будут вот так вот у вас здесь топорщиться. Но, в принципе, это ничего страшного, мне кажется. Мы закончили провязывать 5 ряд, в котором провязали 16 столбиков серым цветом и 8 столбиков белым цветом. Всего у нас получилось 24 петельки в 5 ряду. Следующий ряд у нас 6. Будьте очень внимательны, потому что сейчас мы будем провязывать ушки. Сначала провязываем 5 столбиков серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида серым цветом. Сейчас будем провязывать ушко. Для этого провязываем 2 воздушные петельки. 1, 2. Провязали 2 воздушные петельки. Дальше делаем на крючок накид. Находим 2 петельку от крючка. 1, 2. Во 2 петельку вставляем крючок. Подхватываем ниточку, протаскиваем через петельку. У нас 3 петельки на крючке. Протаскиваем ниточку через все 3 петельки. У нас получился полустолбик с накидом. Дальше продолжаем вязать по серым петелькам. Мы провязали 5 столбиков по серым петелькам. Дальше провязываем 6 столбиков. 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь снова нужно провязать ушко. Провязываю 2 воздушные петельки, на крючок накид, находим 2 петельку от крючка, вставляем в нее крючок, подхватываем нить, выводим через петельку, у нас 3 петельки на крючке.
Через все 3 петельки протаскиваем нить. Мы сейчас сделали еще один полустолбик с накидом. Продолжаем вязать по серым петелькам. Провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Меняем цвет на белый. Дальше будем провязывать белым цветом. И также вывяжем вот такие маленькие ножки. Провязываем сначала 2 столбика без накида. Первый столбик и второй. Ножку будем начинать провязывать в следующую петельку. На крючок делаем накид. Вставляем крючок в следующую петельку. Подхватываем нить, выводим нить через петельку. У нас 3 петельки на крючке. Протаскиваем нить через 2 петельки. У нас 2 петельки на крючке. Делаем на крючок накид. Вставляем крючок в ту же самую петельку. Протаскиваем через нее нить. У нас 4 петельки на крючке. Протаскиваем нить через 2 петельки. У нас 3 петельки на крючке. Делаем накид. Выводим нить через эту петельку. У нас 5 петелек на крючке. Через 2 петельки протаскиваем нить. У нас 4 петельки на крючке. Теперь подхватываем нить и протаскиваем нить через все 4 петельки. У нас получается всего лишь одна вершина у этих нескольких столбиков. Мы сейчас с вами сделали пышный столбик. Он у нас провязался из 3 столбиков с одним накидом, с одной вершиной. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик и второй столбик. Провяжем еще одну ножку. Делаем на крючок накид, вставляем крючок в следующую петельку, протаскиваем через петельку ниточку. У нас 3 петельки на крючке, через 2 петельки протаскиваем ниточку. У нас 2 петельки на крючке. Делаем на крючок накид, вставляем крючок в петельку, протаскиваем через нее ниточку. У нас 4 петельки на крючке, через 2 петельки протаскиваем ниточку. У нас 3 петельки на крючке. Делаем накид, вставляем крючок все в ту же петельку, через нее протаскиваем нить, и у нас 5 петелек на крючке. Через 2 петельки протаскиваем нить. У нас 4 петельки на крючке. Через все 4 петельки протаскиваем нить. Довязываем 2 столбика до конца ряда. Первый столбик и второй, и на втором столбике меняем цвет на серый. Если ножки у вашего хомячка как-то неправильно вывязались, вы можете просто помочь им выпрямиться в нужную сторону, протолкнув их пальцами изнутри наружу, чтобы они вот так вот торчали, были выпуклыми. Сейчас мы закончили 6-й ряд. Серым цветом мы провязали 5 столбиков, затем 6 столбиков, затем 5 столбиков. То есть всего 16 столбиков серым цветом. Белым цветом мы провязали 2 столбика, пышный столбик, 2 столбика, пышный столбик, 2 столбика. То есть всего у нас белых петелек получилось 8. И общее число петелек в 6-м ряду 24. После того, как мы провязали этот ряд, у нас уже готовы ушки, и мы теперь можем вставлять глазки. Потому что глазки у нас вставляются, ориентируясь на ушки. Глазки можно вставлять либо после 3-го ряда, либо после 4-го. Как вам больше нравится? Мне иногда больше нравится после 3-го вставлять, иногда после 4-го. Можно вставить сначала после 3-го, затем после 4-го, посмотреть, какой вам вариант нравится больше, и определиться. Если вставить глазки после 4-го ряда, вот здесь будет больше серого цвета. Если вставить после 3-го ряда, то будет как у этого хомячка сразу после белого цвета идти глазик. И здесь не будет другого цвета видно. Я, пожалуй, после 3-го ряда вставлю. Сделаю так же, как и на вот этом коричневом хомячке. Проверяем, ровно ли мы вставили глазки.
Для этого можно ориентироваться на ушки. Чтобы убедиться, правильно ли вы вставили глазки, можно провязать еще несколько рядов и уже после этого ставить заглушки. Мне кажется, я поставила глаза правильно, все ровненько, так что заглушки я уже поставила. На этом первая часть мастер-класса закончена. Пожалуйста, проверьте, поставили ли вы лайк и написали ли вы комментарий. А ссылочку на следующую часть можно найти в закрепленном комментарии. Если вы не хотите пропустить следующую часть, подписывайтесь на мою группу в Телеграме. У меня есть не только группа со схемами, но и вторая группа, где я веду что-то вроде своего текстового блога. Ссылочки на обе группы можно найти в описании. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей части мастер-класса. Всем пока!